Всем привет! И сегодня я расскажу вам о нескольких основных упражнениях на предплечье. Самое основное, так сказать, базисное для предплечий — это, естественно, штанга. Со штангой мы можем сделать упражнения двух типов. Это хватом снизу и хватом сверху. Соответственно, мы будем нагружать разные типы предплечий. То есть это будет верх предплечья, либо внутренняя его часть. Для нижнего скручивания на предплечье я стаскиваю штангу вниз, так, чтобы она скатывалась по пальцам. То есть вы можете видеть, я ее опускаю аж вот до сюда и потом закатываю обратно. Для того, чтобы зафиксировать руки, я локтями ложусь на скамью. То есть я стараюсь лечь так, чтобы мои локти не поднимались вверх. То есть у меня предплечье зафиксировано. И сгибаю кистями штангу. Точно та же ситуация у нас с хватом сверху. То есть вот этим хватом. Наша задача не давать ходить предплечьем. Вот то, что я сейчас делаю, это неправильно. То есть нам нужно зафиксировать наше предплечье и работать только кистями. А также эти два типа упражнений можно сделать гантелями все теми же двумя способами. Верхним хватом и нижним. Но есть еще одна штука. Если вы сомневаетесь в том, что со штангой вы делаете правильно и сконцентрированно, вы также можете использовать нижний блок кроссовера. Для этого вам понадобится любая прямая ручка, которая может крутиться вокруг петли. И все точно то же самое мы делаем в блоке. Почему блок? Потому что если со штангой есть возможность где-то дернуть предплечье, то в блоке, в принципе, нагрузка постоянная из-за троса, проходящего через несколько круглых блоков. И поддернуть, дать импульс вы не сможете. Нагрузка будет постоянной. Всем привет! И сегодня я покажу целых два разных упражнения на предплечье. Эти упражнения хорошо развивают силу хвата, а также ваши предплечья. Это тот случай, когда хочется чего-нибудь особенного, чего-нибудь нового. В шутку мы называем первое упражнение Шаолинь. Итак, самое первое упражнение. Вам понадобится палка с зафиксированной веревкой и весом на ней. И вам нужно разматывать ее постепенно вниз, при этом сильно скручивая кисти вверх по мере движения. И также, когда вы будете закручивать веревку вверх, вам нужно точно так же кисти задирать вверх максимально. Потому что очень многие начинают просто скатывать вес вниз, что легче, и думать, что они самые сильные. На самом деле вся суть этого упражнения именно в закрутке кисти вверх. Скажу честно, выдержать 5 минут даже с металлическим блином в 1 килограмм достаточно сложно. И можно, в принципе, сократить это время, добавляя вес, навешивая еще блины, делая это даже на количество повторений. Но кушать на следующий день руками, вилку держать будет сложно, если вы сделали это правильно. Но это очень полезное и достаточно редкое забытое упражнение. Еще один вариант — это упражнение с гантелью. Тоже достаточно редкое. Как видите, здесь большая гантель не нужна, то есть большой вес не нужен. Не спешите за весом. Думайте о качестве. Вам нужно 2 гантели, либо даже по одной можете это делать. Фиксируете руку
и поворачиваете кисть наружу и внутрь, не давая при этом отрываться локтям и предплечьям от подушки, которая вас фиксирует. То есть вот это движение на скрутку тоже важно для предплечья. Почему я в этом тренажере? Это тренажер для сгибаний ног лежа. И здесь можно выставить подушку как раз под мой рост, так чтобы зафиксировать локти сидя и не отвлекаться на баланс. То есть это можно также делать стоя, если у вас в зале такого тренажера нет, зафиксировав локти. Но из-за того, что вы стоите с согнутыми руками, у новичков, скорее всего, будет проблема удержать вес. Будет сложно долго удерживать его. А сидя с фиксацией будет очень даже удобно и легче сконцентрироваться. Еще одно интересное упражнение. В шутку мы его называем рыбак. В отличие от предыдущих, его не обязательно делать сидя. Вы можете также делать его стоя. Оно развивает вам плечелучевую мышцу, которая активно участвует в сгибаниях рук на бицепс. В этом упражнении, допустим, я буду использовать архаичную деревянную палку с привязанными, примотанными к ней гантелями с весом. А уже нагрузку можно регулировать, либо откручивая вес с гантели, либо перемещая кисть ближе или дальше по весу. В этом упражнении есть два подтипа. Самый обычный — это сгибание рыбак перед собой просто стоя, с максимально зафиксированной рукой. И есть обратный рыбак, то есть когда мы стоим и сгибаем вес на заднюю часть руки, то есть на вот эту область предплечья. Два подтипа. Простое упражнение. Но если делать те упражнения, что я вам перечислил на предплечье, это будет очень эффективно для тренировки рук. То есть вам легче будет работать с большим весом. Я знаю, что сейчас меня заплюют армрестлеры, и на самом деле существует очень большое множество упражнений для армрестлинга. Но я напомню, я обучаю бодибилдингу, а не армрестлингу. И я показываю те упражнения, которые нужны вам в бодибилдинге, а не в спорте, который сконцентрирован именно на руках. Есть еще одно упражнение для предплечья в блоке кроссовера. Оно делается очень просто, с одной ручкой. Мы фиксируем руку на фиксирующую ручку локтем и просто скручиваем вес внутрь. То есть скатываем по пальцам и скручиваем внутрь. Скатываем на пальцы и снова внутрь. То есть дайте кисти разогнуться. Ошибкой будет, если мы будем складывать руку внутрь, при этом не используя пальцы и кисть. То есть вот это упражнение. Вам нужно именно скручивать кисть. Складывая руку внутрь, это упражнение для армрестлинга. Его тоже можно делать, оно тоже эффективно, но советую вам начать именно со скрутки на предплечье. Смотрите плейлисты целиком. Напомню, что я перевел практически все видео на английский при помощи субтитров. И также у меня плейлисты называются по-английски, то есть вы можете без труда зайти в любой плейлист и посмотреть упражнения, которые вам интересны по группам мышц. Всем хорошего дня, подписывайтесь, смотрите видео. Пока.